Приветствую на канале MAF. В этом видео я покажу основные функции агрегатора децентрализованных бирж OneInch. Покажу, как с его помощью сэкономить на обмене токенов, какие настройки можно выставить, как работают лимитные ордера и P2P сделки на платформе, а также как устроено управление сервисом. Для удобства в описании видео есть тайм-коды. Если вас интересует что-то конкретное, можете переходить сразу к ним. Децентрализованных бирж много, и разбираться во всех по отдельности долго, поэтому можно разобраться только в OneInch, который уже работает с ними со всеми. Сначала сменю язык платформы на русский. Для этого нажимаю на кнопку настроек в правом верхнем углу экрана и ставлю язык на русский. Тут же можно сменить тему на светлую либо темную. Тут просто кому как больше нравится, я ставлю на темный. Затем нужно подключить кошелек. Я буду использовать кошелек MetaMask в сети Binance Smart Chain. Нажимаю на кнопку «Подключить кошелек в OneInch». Здесь нужно сначала поставить галочку под пользовательским соглашением. Затем нужно выбрать сеть. Выбираю Binance Smart Chain. Здесь она называется просто BNB Chain. Вообще, OneInch поддерживает все основные сети: Ethereum, Binance, Polygon, Phantom, Avalanche. И в каждой из этих сетей он отслеживает практически все важные децентрализованные биржи. Но это я еще покажу чуть позже. После выбора сети выбираю кошелек. Я буду использовать MetaMask. На выбор есть и другие кошельки, включая аппаратные Ledger и Trezor, а также Coinbase и MyEtherWallet. На все эти кошельки у нас есть обзоры на сайте или на этом канале. Все ссылки есть в описании видео. Затем мне нужно подтвердить подключение в окне MetaMask. Сначала выбираю счет, с которым сможет взаимодействовать OneInch. Если у вас несколько счетов внутри MetaMask, нужно выбрать именно тот, который планируете использовать. У меня он только один, поэтому просто нажимаю «Далее». Затем нужно дать разрешение, чтобы OneInch смог видеть, какой баланс на счету моего MetaMask, и отправлять в кошелек запросы на транзакции, которые все равно придется подтверждать вручную. Поэтому это безопасно и бесплатно. Комиссии за подключение к сервису нет. Нажимаю «Подключиться». Все, кошелек подключился. Теперь OneInch видит, какой у меня баланс, а я могу использовать сервис. Сейчас покажу интерфейс, чтобы лучше разобраться во всех возможностях сервиса. Я начну с второстепенных функций. Если вас интересует конкретно обмен токенов либо другие инструменты OneInch, переходите сразу к ним по тайм-кодам. Нажимаю на иконку OneInch в правом верхнем углу. Здесь отображается информация для держателей токенов проекта OneInch. Сколько монет в стейкинге, какая по ним доходность. У меня их нет, поэтому здесь просто отображается реклама. А про стейкинг OneInch расскажу чуть позже. Кнопка «Купить эфир» ведет на страницу сервиса MoonPay, который не работает в России. Поэтому его рассматривать мы не будем. Затем идет вкладка с мостами к блокчейнам тех сетей, с которыми работает OneInch. По сути, это просто ссылки на мосты от этих блокчейнов. Если нажать на Polygon, то нас перекинет на сайт Полигона. Если на Avalanche, то на сайт моста Avalanche. Во вкладке «Еще» информационный раздел с ответами на вопросы, информацией о сервисе и другими данными. Вкладка Earn уже интересней. Здесь есть два раздела: пулы и фарминг. В разделе «Пулы» можно посмотреть активные пулы ликвидности для разных монет и проценты доходности по ним. Можно присоединиться к одному из этих пулов, то есть поставить туда монеты в нужном соотношении. Например, OneInch и BNB в соотношении 50 на 50, либо создать свой пул ликвидности со своей парой монет. Пул ликвидности – это торговые объемы для определенных торговых пар. На канале есть отдельная инструкция по поставке ликвидности, ссылка в описании. А я иду дальше. Вкладка «Фарминг» сейчас ничего не дает, потому что все этапы фарминга уже завершены. Печально. Идем дальше. Следующая вкладка DAO. Простым языком это система коллективного управления приложением. Чтобы участвовать в управлении, нужен управляющий токен приложения, который так и называется – OneInch. В DAO есть следующие вкладки: стейкинг, протоколы ликвидности, протоколы агрегации, форум. Начну с последнего. Здесь есть просто разделы для обсуждения и разделы для голосования, где могут голосовать держатели токенов OneInch. Чтобы перейти туда, нажимаю OneInch DAO. Листаю вниз. Тут можно посмотреть, какие голосования сейчас проводятся. Например, голосование за гранты комьюнити, за награду тем, кто ловит баги, и много других. Можно посмотреть, сколько проголосовало и как давно голосование открыто. Если нажать на любое из них, можно посмотреть подробную информацию о предложении. Затем открываю первую вкладку «Стейкинг». В
правой части можно отправить управляющие токены OneInch в стейкинг под процент или вывести их из него. Это похоже на банковский депозит. Вы отправляете монеты на счет и получаете проценты доходности. В левой части страницы сервис описывает преимущества стейкинга, что можно будет участвовать в голосовании DAO, это то, что я показывал только что. Это возмещение комиссии за газ. Например, за 100 токенов в стейкинге вам в конце месяца вернут 25% от всех комиссий за газ, потраченных на платформе, а за 100 тысяч токенов вернут вообще 100% потраченных комиссий. Предложение актуально для тех, кто пользуется сетью эфира, так как там комиссии как раз высокие. Затем мгновенное управление. Это как раз две оставшиеся вкладки – протоколы ликвидности и протоколы агрегации. В протоколе агрегации можно проголосовать за то, какой процент реферальных вознаграждений пойдет в копилку проекта, а какой партнеру, который пригласил нового реферала. 20% идет партнеру, почти 80% идет в копилку проекта. Проголосовало столько-то адресов и таким-то количеством голосов. Такая разница, потому что один токен – это один голос. И у одного адреса могут быть 1000 токенов, то есть 1000 голосов. Ниже можно посмотреть, какие адреса голосовали и какой процент от голосов на этих адресах. А справа можно ввести свое соотношение и проголосовать. Чем больше у вас токенов OneInch, тем больше голосов у вас есть. Далее протоколы ликвидности. Здесь аналогичное голосование, но уже за другие параметры. Например, вот этот параметр определяет, какую комиссию будут платить пользователи при каждой транзакции на платформе. А вот этот параметр – размер реферального вознаграждения за приглашенного участника. При нажатии откроется подробная страница голосования, как у протокола агрегации. Например, открою голосование за комиссию с каждой транзакции обмена токенов. Здесь показано количество голосов и адресов, а справа есть ползунок, где я могу выбрать любое значение от 0 до 1%. С разделом DAO на этом заканчиваю. И перехожу к самому главному. Раздел «Трейдинг». Всего здесь 4 вкладки на выбор. Простой режим, классический режим, лимитный ордер и P2P сделка. Пойду по ним по порядку. Первый режим простой. Это стандартный интерфейс, такой же как в Uniswap, PancakeSwap, SushiSwap и других децентрализованных биржах. На его примере я покажу основной функционал OneInch и обменяю токены. Итак, главная особенность OneInch в том, что это агрегатор децентрализованных бирж. То есть он находит монеты на тех биржах, где они стоят дешевле и проводит сделку через них. А еще экономит на комиссиях за счет оптимизации кода. Сейчас покажу, как это работает на практике. Например, посмотрим, сколько мы сможем купить USDT за мои токены BNB. Вверху ввожу BNB, который хочу продать. Например, 1 BNB. Внизу ввожу USDT, который хочу купить. И смотрю, сколько получается. Получается $326, 87 центов и тут дальше 3 пятерки. Теперь открываю другую децентрализованную биржу, которая работает в этой же сети Binance Smart Chain. Открываю PancakeSwap. Перейду во вкладку обмена и также выберу ту же сумму BNB, 1 BNB и USDT. И смотрю, сколько получается. Сравниваю. На OneInch получается 326,875. На PancakeSwap 325,954. То есть на OneInch за те же деньги мы получим чуть больше, чем на PancakeSwap. Для небольших сумм, как у меня в примере, разница незначительная. Но если вы совершаете много сделок, либо сделки крупными суммами, то экономия уже будет более заметной. Возвращаюсь к обмену. Я хочу обменять BNB на USDT, и они у меня уже выбраны. Открываю настройки обмена. Первое, что вижу, цена газа. Это комиссия за транзакцию, которую получат майнеры за подтверждение транзакции. Чем выше и дороже комиссия, тем быстрее транзакцию подтвердят. Можно выбрать уже из готовых вариантов или написать свою. Я выберу низкую и после сделки скажу, сколько времени она заняла и сколько она составила. Следующий параметр – проскальзывание. Это разница между той ценой, которую показывает OneInch прямо сейчас, и той, которая будет на момент сделки. Цены на всех децентрализованных биржах динамические и постоянно меняются, поэтому пока начнется сделка, цена уже может измениться. И здесь мы выбираем, насколько она может измениться в процентах. Здесь алгоритм примерно такой. Если сумма сделки примерно до $1000, то ставим 1%. Если больше, то 3%.
Ставить меньше 1% не очень рекомендую, такие сделки могут очень часто отменяться, о чем нам пишет и само приложение OneInch. Следующая галочка – частичное заполнение. Это тоже относится к проскальзыванию. Параметр означает, что если, например, вы покупаете токенов на $100, и из них только часть токенов, например, половина, попадает в выбранный вами процент проскальзывания, то сделка будет выполнена частично. Например, OneInch купит токенов на $50, а остальные не будет тратить на сделку. Я оставляю эту галочку включенной. Режим совместимости. Этот переключатель нужен для токенов, которые списывают свою отдельную комиссию. Честно говоря, не совсем понимаю, что это и зачем нужно. Для большинства популярных токенов этот параметр не нужен, поэтому оставляю переключатель выключенным. Далее можно открыть список источников ликвидности. Это список децентрализованных бирж, которые агрегирует OneInch и которые он может использовать для проведения сделки. Например, для сети Binance он использует 46 бирж. Среди них, например, PancakeSwap версия 1.2, которую я показывал ранее, Kyber, Venus и другие биржи. В других сетях этот список будет отличаться. Например, переключаюсь на сеть эфира. Подтверждаю переключение в MetaMask. В эфире здесь уже 80 источников ликвидности, среди которых Aave, Compound, SushiSwap, Uniswap и другие. Возвращаюсь в сеть Binance. Нажав на галочку, любую из бирж можно отключить. Тогда OneInch не будет использовать ее для проведения сделки. Это нужно, если, например, вы не доверяете какой-то конкретной бирже. Я же оставлю все биржи включенными. И последняя настройка – пользовательские или кастомизированные токены. Здесь будут показаны те токены, которые вы сами добавили на биржу. Нам эта настройка не понадобится. Возвращаюсь к обмену. Внизу OneInch написал два самых выгодных источника обмена через два разных источника ликвидности. Из них можно выбрать. Это пул ликвидности самого OneInch и децентрализованная биржа WorldSwap. В данном случае цена у них практически одинаковая, но OneInch на 4 цента выгодней. Под окном обмена также дублируется цена за 1 USDT в выбранном варианте. И есть кнопка «Маршрут». Она показывает, через какие биржи и пулы ликвидности будет проходить сделка. На маршрут можно нажать. В данном случае в обоих вариантах сделка будет проходить напрямую, 100% от суммы одной транзакцией. Но если сумма больше или токены менее популярные, чем BNB и USDT, то маршруты могут быть гораздо сложнее. Может быть по несколько бирж одновременно. Например, часть монет OneInch возьмет в одной бирже, часть в другой, часть в третьей. Выбираю один из вариантов. Пусть это будет пул OneInch. Нажимаю на Swap. Открывается пользовательское соглашение. Читаю его и нажимаю «Подписать» и «Продолжить». Теперь мне нужно подписать транзакцию в MetaMask. Так я подтверждаю свое согласие с использованием условия сервиса. Например, с тем, что я не использую VPN. Комиссии за такую транзакцию не потребуется, это просто подпись. Ставлю подпись. Открывается окно подтверждения обмена. Здесь написано, сколько BNB я заплачу, сколько USDT получу. Ниже перечислены условия сделки. Там указана цена одного BNB в USDT и цена одного USDT в BNB. Затем, сколько я получу в худшем случае с выбранным процентом проскальзывания. У меня он 1%, то есть на 1% меньше. Цена газа – это комиссия, которую я выбирал, затем проскальзывание, которое я тоже выбирал, и в конце стоимость транзакции, сколько комиссий я за нее заплачу в BNB и в долларах. Если поставить галочку здесь, можно указать получателям другой кошелек. Например, ваш адрес на каком-нибудь сервисе или адрес того, кому вы хотите перевести монеты. Так вы можете сэкономить на комиссии за транзакцию отправки этих монет с вашего кошелька на какой-то другой адрес. Я же покупаю USDT для себя, поэтому галочку не ставлю. Проверяю данные и нажимаю «Подтвердить обмен». Открылось окно MetaMask. Здесь также написана комиссия, сколько я заплачу с ее учетом. Проверяю данные и подтверждаю транзакцию. Затем OneInch пишет, что отправил транзакцию в сеть и дает ссылку на нее в блокчейн-обозревателе BSC Scan. Транзакция подтвердилась, появилось зеленое уведомление с надписью Success. Проверяю баланс. Количество моих BNB уменьшилось, количество USDT увеличилось. Итак, я выбрал низкую комиссию и заплатил за транзакцию 30 центов комиссии, а на ее подтверждение ушло несколько секунд. Далее важный момент.
Если вы используете не сеть эфира и впервые совершаете сделку с каким-либо токеном, то чтобы его баланс отображался в MetaMask, нужно его в MetaMask добавить. Вот сейчас я купил USDT, но в кошельке их нет. Чтобы появились, я открываю MetaMask и внизу выбираю импорт токенов. Теперь мне нужно ввести адрес контракта токена. Остальные параметры MetaMask заполнит автоматически. Я открываю сервис CoinMarketCap и ищу на нем USDT. В разделе «Контракты» нажимаю «Еще» и открываю список контрактов этого токена на других блокчейнах. Нахожу контракт USDT на блокчейне Binance. Тут еще можно нажать на иконку MetaMask, и тогда токен добавится в кошелек автоматически. Нужно будет только подтвердить это в MetaMask. Копирую адрес и ввожу его в кошельке. Остальные пункты заполнились автоматически. Внизу нажимаю «Добавить пользовательский токен». Затем проверяю и нажимаю кнопку «Импорт». Все, баланс USDT отображается у меня в кошельке. На этом обычный обмен токенов на OneInch завершен. Этого функционала будет достаточно для большинства случаев обмена. Продолжаю показывать инструменты OneInch. Следующий раздел вкладки «Трейдинг» — это классический режим. Чем он отличается от предыдущего раздела «Простой режим»? Во-первых, здесь появился свечной график, как на обычных централизованных биржах. Из настроек можно выбрать временной интервал графика, либо сделать его линейным. Внизу тоже есть раздел «Маршрутизация», но здесь для его открытия не нужно нажимать отдельную кнопку. Вся информация сразу выводится на странице сделки. А ниже, в разделе «Биржи», можно посмотреть, какой курс для выбранной торговой пары на других децентрализованных биржах, на сколько процентов он отличается и где он лучший. Справа есть реферальная ссылка. Если вы скопируете ее и пришлете друзьям, то будете получать часть комиссий от их сделок. Но вроде это работает только для сети эфира. По крайней мере, в документации OneInch написано именно так. В любом случае, если хотите поддержать наш канал и еще не пользовались OneInch, то можете подключиться к нему по нашей реферальной ссылке. Она есть в описании. В окне обмена появилось новое меню выбора, состоящее из 3 режимов. Максимальная прибыль — OneInch найдет сделку на бирже с наилучшей ценой. Это оптимальный вариант по умолчанию. Минимальный газ — OneInch найдет сделку на бирже с минимальной комиссией за транзакцию. Вообще, этот выбор нужен скорее для блокчейна эфира, где комиссии выше. Там можно понажимать и посравнивать, как будет выгодней. В блокчейне Binance, как вы видите, разницы либо нет, либо она минимальная. И третий режим, OTC, это внебиржевая сделка. При ней все источники ликвидности, то есть все другие децентрализованные биржи, список которых я показывал, отключаются. И сделка проводится через другой, отдельный внебиржевой источник ликвидности, так называемый Private Market Maker. В информационном разделе OneInch написано, что такой источник есть только для сетей эфира и Binance. Фишка в том, что при внебиржевой сделке проскальзывание будет практически нулевым. В приложении будет написано 0,1%, но по факту оно будет еще ниже. То есть такой режим может быть выгоден для сделок на крупные суммы, где 1% или 0,5% проскальзывания — это слишком много. Еще такой режим защищает от так называемых фронтранов. Это когда боты отслеживают и перекупают особо выгодные транзакции. Тогда сделка отменяется, и вы просто впустую сжигаете комиссию за транзакцию. А при внебиржевой сделке так никто не сделает. В моем случае, как вы видите, внебиржевая сделка менее выгодная. В любом случае, все 3 варианта можно посмотреть и сравнить до начала сделки. В остальном, если открыть настройки сделки, то они такие же, как и в простом режиме. Идем дальше. Раздел «Трейдинг», вкладка «Лимитный ордер». Это, кстати, то же самое, что и нажать на кнопку «Лимит» в простом или классическом режиме торговли. Откроется одно и то же окно. Собственно, лимитный ордер отличается тем, что мы сами выбираем цену, по которой хотим совершить обмен, и период действия этого ордера. Если за этот период рыночная цена достигнет введенных значений, то сделка выполнится. А если нет, то монеты вернутся в кошелек. Первое, на что стоит обратить внимание – токены, которые мы можем тратить. Теперь это уже не BNB, а WBNB, то есть обернутый BNB. Его также можно купить на OneInch или любой другой бирже. Но обычным BNB лимитный ордер не совершить. Аналогично в сети эфира. Переключаюсь на нее. Как мы видим, вместо обычного эфира здесь также обернутый эфир. Это такая техническая особенность лимитных ордеров, что для них нужны именно обернутые версии основного токена сети. Например, BNB или эфира. А другие токены, например тот же USDT, можно использовать. По крайней мере, так работают лимитные ордера на OneInch. Возвращаюсь в сеть Binance. Я буду использовать для покупки USDT, а покупать буду токен OneInch. В этом окне можно ввести цену, за которую я хочу его купить. Ее можно указать как в USDT, так и в токенах OneInch.
Либо можно нажать на рыночная цена и вернуть стоимость к рыночной. Я сделаю цену немного ниже рыночной. Сервис пишет, на сколько процентов такая цена отличается. Справа можно выбрать срок действия лимитного ордера. От 1 минуты до нескольких лет. Его можно также ввести вручную. Я поставлю 1 час. Ниже кнопка, которая разрешает OneInch использовать токены USDT с моего кошелька. Нажимаю на нее. Теперь мне нужно разрешить доступ к моим USDT для приложения OneInch. Важный момент. Здесь я плачу комиссию только за разрешение OneInch использовать мои USDT. А комиссия за саму сделку обмена USDT на токены OneInch, она спишется только в том случае, если лимитный ордер будет исполнен. А если она отменится, то комиссии за сделку, естественно, не будет. И это разрешение нужно давать только в первый раз. В последующие случаи этого делать не нужно. Затем нажимаю на кнопку «Проверить лимитный ордер». Я проверяю данные, сколько USDT я продаю и сколько OneInch хочу за них получить, а также по какому курсу. И нажимаю на кнопку «Подтвердить ордер». Затем мне нужно подтвердить размещение ордера в кошельке MetaMask. Для того, чтобы подписать размещение ордера, нужно сначала пролистать все сообщение, которое вам пришлет MetaMask. Нажимаю «Подписать». Готово, лимитный ордер отправлен. Закрываю окно. Сразу под графиком будут показываться ваши активные ордера и история ордеров. Во вкладке «Активные ордера» как раз появился тот ордер, который я только что разместил. Так как я показываю этот ордер просто для примера, я нажимаю на кнопку «Отменить все ордеры». И мне снова нужно подписать транзакцию в своем кошельке, чтобы этот ордер отменить. Если я этого не сделаю сейчас, то через час этот ордер отменится автоматически. Все, транзакция отменена, появилось зеленое окошко с надписью Success и надписью, что все лимитные ордеры отменены. На этом с лимитными ордерами заканчиваю. Последняя вкладка раздела Трейдинг – P2P сделка. Ее также можно открыть, если нажать на P2P в любом из режимов обмена. Как он работает? Вы создаете сделку по обмену одного токена на другой по определенной цене. Кстати, здесь также действует обернутый BNB, а не обычный. Но можно выбрать и другие монеты. Например, я продам USDT и куплю OneInch. Затем выбираю цену, за которую я хочу купить OneInch. Ее можно ввести любую, как рыночную, так и такую, которая будет отличаться от рыночной в десятки раз. Например, я сейчас сделаю цену OneInch примерно в 2 раза ниже. И затем самое интересное. Этот режим работает для обмена с тем, с кем вы уже договорились о сделке. То есть OneInch создает смарт-контракт, который выступит посредником сделки. И в окно «Адрес стейкера» вы вставляете адрес кошелька этого человека, с которым вы договорились о сделке. Я для примера открою в другом браузере другой кошелек и вставлю его адрес. Затем нужно выбрать, как долго этот P2P ордер будет активным. Я для примера поставлю 1 час. Затем создаю этот ордер. Затем мне также нужно подписать этот ордер в MetaMask. OneInch генерирует ссылку, которую я могу скинуть тому, с кем мы договорились. Нажимаю на кнопку «Копировать». И открываю другой браузер. Вставляю эту ссылку. Эту ссылку можно открыть только с того кошелька, адрес которого вы указали в адресе тейкера. И на выбор здесь есть только 2 действия. Либо совершить сделку по обмену тех токенов в таком-то количестве и по такой-то цене, которую вы указали при создании, либо не совершать ее вообще. Тогда, когда срок закончится, ордер отменится и монеты вернутся на ваш кошелек. Но изменить количество монет или обменный курс тот, кому вы скинули ссылку, не сможет. То есть, если вы лично договорились с кем-то о цене и сумме, то OneInch выступит таким гарантом, что никто никого не обманет, ничего не изменит, и сделка либо пройдет по заданным условиям, либо сделка не состоится вообще. Покажу, как подтвердить такую сделку. Нажимаю на кнопку «Дайте разрешение» и подтвердите ордер. Сначала подписываю разрешение в своем кошельке. Затем ставлю еще одну подпись, на этот раз уже за саму транзакцию обмена. Все, транзакция отправлена, ее также можно посмотреть в блокчейн-обозревателе BSC Scan или закрыть окно. Все, появилась зеленая плашка Success с тем, что транзакция прошла. Открываю другой браузер и у меня на балансе появились токены OneInch. То есть я совершил сделку по их покупке по той цене, по которой хотел, и подтвердил ее с другого кошелька. В каких случаях такие ордера полезны?
Во-первых, когда у токенов недостаточно ликвидности и тупо нет возможности купить их в нужном количестве просто через обычный обмен на бирже. Тогда вы можете их купить напрямую у того, у кого они есть на счету в нужном количестве. Например, у разработчиков какого-нибудь нового проекта, у которого токены еще не везде залистены и ликвидности не хватает под ваши объемы. Во-вторых, P2P ордер подойдет, когда нужно совершить сделку по цене, которая сильно отличается от рыночной, как я только что это показал. В общем, любопытный способ торговли с другими людьми, где OneInch и посредник, и гарант сделки. Кстати, у нас на канале есть видеоинструкции по торговле в централизованном P2P обменнике BitZlata. Все ссылки есть в описании. На этом я заканчиваю обзор сервиса OneInch. Я рассказал и показал его основные функции, провел обмен BNB на USDT для примера, открыл и закрыл лимитный ордер, а также совершил P2P сделку. На сайте Maf.io также есть текстовая версия со скриншотами. Там мы показываем обмен уже в сети Polygon. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях. Также пишите свои предложения, инструкции по каким сервисам вы хотели бы увидеть. А на этом пока все. Оценивайте видео лайком и не забудьте подписаться на канал. Впереди еще много полезных инструкций.